Всем здравствуйте! Меня зовут Олег Новиков, и сегодняшняя история про щенка по имени Боня. Ну или, как я его еще называл, Бонифаций. Сразу хочу предупредить, что эта история закончилась хорошо, поэтому не переживайте. Когда я вспоминаю эту историю, я все время думаю о том, как череда совершенно случайных событий могла привести к чему-то на самом деле очень хорошему. Это история из раздела «Случайности не случайны». Еще раз убеждаюсь, что ничего, абсолютно ничего в этом мире не происходит просто так. Но давайте по порядку. Эта история началась с того, что как-то раз утром мне нужно было заехать по делам. Дела не связаны с моей работой. Все это происходило посередине недели, и я в принципе мог просто отпроситься с работы на пару часов, сделать все свои дела и вернуться на работу. Но я почему-то в тот день решил взять выходной. Я уже не помню, почему я так решил, просто хотел отдохнуть. Как будто бы я заранее знал, что мне понадобится целый день. И это была первая случайность. В тот день я выехал утром и поехал в сторону скоростной трассы. Но практически перед въездом меня остановила полиция. Ну как меня, не только меня, остановили все движение. Полицейская машина перегородила выезд и никого не пропускает. Полиция начинает всех разворачивать и перенаправлять на другую дорогу. И это была вторая случайность. То, что мне нужно было сделать, это объехать этот участок дороги и заехать на трассу со следующей развилки. Просто заехать через следующий въезд. Я подъезжаю к светофору и решаю не сворачивать на трассу, а продолжать движение прям. Я подумал, что не хотел бы застрять в пробке на трассе. Я очень редко еду этой дорогой, она более медленная. Но в этот день я решил проехать прямо, через деревню. И это была третья случайность. 3 случайности в одно утро привели меня на эту дорогу именно в это время. Дорога проходит рядом с деревней. С левой стороны от дороги разные лавки и небольшие магазинчики. За ними начинаются поля. Я проехал почти всю деревню, и уже на выезде мне показалось, что я увидел маленького щенка. На пустыре стоял большой грузовик с прицепом. Мне показалось, что из-под него вылез маленький щенок. Честно сказать, все было так быстро, что я не был уверен на 100%. Но то, что я запомнил, это как что-то высунулось из-под машины. Я проехал это место. Я не сразу среагировал, и только потом, через какое-то время, продолжая движение, до меня дошло. И я такой сам себе: Олег, стой! Там, кажется, был щенок. И это была 4-я случайность. Малыш должен был высунуть свою мордашку именно в этот момент. В общем, я разворачиваюсь. Я нашел безопасное место для разворота и поехал обратно. Я хотел проверить, что на самом деле я там увидел. Хочу сказать, что я очень часто возвращаюсь. И почти всегда возвращаюсь зря. Почти всегда мне на самом деле показалось. Но на 100 таких случаев есть тот один, ради которого на самом деле стоило вернуться. Возвращаясь обратно, я съехал на обочину, чтобы не мешать движению. Еду и ищу пустырь, теплицу и грузовик. Еще я помню, вроде был большой кактус на обочине. Это то, что промелькнуло у меня в голове. Все произошло очень быстро. Я еду по обочине и не могу найти это место. Я все ближе и ближе к деревне, еду и думаю: Олег, что с тобой происходит? Тебе уже мерещится то, чего на самом деле нет. Я нашел это место. Кактус на обочине, разбитая теплица и грузовик на пустыре. Только самого главного тут нет. Тут нет собаки. Я остановил машину прямо посреди пустыря. Не выходя из машины, я стал осматривать все вокруг. Щенка нигде не было. Но на самом деле он все время был там. Щенок сидел под колесами грузовика в траве. Малыш сидел под грузовиком до тех пор, пока я не вышел из машины. Как только я открыл дверь, щенок выбрался из-под колес и побежал ко мне. Этот маленький худой ребенок бежал прямо ко мне в руки. Сказать, что я был удивлен, это значит ничего не сказать. Иди, мамочка. Опа. Нифига себе. Мальчик. Я взял малыша на руки, он тут же замер. Я отнес малыша в машину, положил его на подушку и пошел искать еще щенков. Может быть, он там был не один. Все это место одна разруха. Заброшенные теплицы, за ними поля, все вокруг в мусоре и ни одного человека. Я прошелся по округе, но больше я никого не нашел. Я решил, что нужно приехать вечером и еще раз все проверить. Хотя если бы были еще собаки, они скорее всего были ближе к людям, ближе к деревне. Тут у них есть хоть какой-то шанс найти еду и воду. Сегодня мне очень повезло, что это маленькое чудо высунуло свою мордаху именно в тот момент, когда я проезжал по дороге. Мне на самом деле очень повезло. Вот такое чудо. Вот оно. Худой, как я не знаю, что. Сейчас там есть.
чудо. Подожди, не нервуйся. Вот какие у нас уши. Просто ужас. Вот. Кошмар. Это кошмар. Но все будет хорошо. Да, малыш. Дал чуть-чуть ему еды, чуть-чуть воды, пока много не даю, потому что непонятно, сколько времени он был голодный. Все, сейчас буду кормить потихонечку, все будет хорошо. Чудо чудесное. Чудо чудесное. Где ты качаешь? Да? Все хорошо? Все хорошо? Все хорошо? Все хорошо. Я дал малышу воды и немного еды. Сейчас нужно давать ему мягкую еду небольшими порциями. Щенок был целенький, он был очень худой и весь в клещах. Все уши в крупных раздутых клещах, а тело в мелких. Сотни мелких клещей по всему телу. Было понятно, что малыш не первый день жил на улице. Малой боится ехать, не хочет ехать рядом на сиденье, перелазить на руки. Сидит на руках. Такое оно маленькое, миниатюрное, это все. Да? Видите, красавчик мой. Весь в клещах. О, какие у него грозди. Ужас просто. Да, сейчас приедем, будем купаться. И все вычистим. Да? Сиди, отдыхай. Чудо чудесное. Дай ему ручку. Что такое? А? Что такое? Что? Машины. Ты видишь, как там опасно на улице? Ты видишь? Ты бегал там. Чего ты там бегал? А? Зачем ты там бегал? Нельзя там бегать, там очень страшно. Понимаешь? Всё, сиди спокойно, поехали. Скоро уже приедем. Когда я в первый день везу найденыша домой, я всегда думаю о том, что где-то сейчас, в каком-то городе, живет очень хорошая семья. Они живут и не подозревают, что у меня в машине сидит их маленькое счастье. Они еще не знают, но они влюбятся в этого щенка, увидев только одно фото в интернете. Потом возьмут малыша в свою семью и будут любить его и заботиться о нем как о маленьком ребенке всю его жизнь. Я почему-то в первый день по дороге домой всегда думаю об этом. Я уверен, что именно так и будет. Теперь все будет хорошо. Неудобно так? Не подлизывайся, не подлизывайся, не подлизывайся. Едем домой, все хорошо. Сиди спокойно, смотри на дорогу. И не мешай мне. Чудо чудесное. Что? Неспокойная порося. Что, сиди. Стоит такой, задумался. Чего ты, малыш? Мы уже почти приехали. Ну потерпи чуть-чуть еще. Ты устал. Да, ты хочешь лечь? Да ложись рядом сюда со мной. Рядом подушку постелил, а он не хочет лежать. Хочет на руки все время. Боится. Вот еду всю дорогу с ним на руках. Какой хороший. Это какая-то помесь с питбулем или с амстафом. Будет большим и грозным. Будет большим и добрым, не будет большим и злым. Да? Надо ему имя придумать. Вот еду, думаю, ему имя, пока еще не придумал. Да? И мальчик. И морда. Все будет хорошо, не переживай. Все будет хорошо. Сейчас тебя отмоем, уберем от тебя всех твоих клещей. Клещей на ушах такое количество, что просто ужас. Да такие здоровые. Все уши в клещах. Кошмар. Кошмар. Как грозди прям висят. Я не трогаю, потому что сейчас начнешь отрывать, снимать их и начнет кровоточить. А он и так истощен, дальше некуда. Поэтому сейчас приду, помою его шампунькой специальным. И клещи потихонечку сами начинают отваливаться при нем. Пособираю. Еще раз покормлю. Я дал ему покушать, но это мальчик. Ну, надо посмотреть до вечера, а там посмотрю. Если все будет хорошо, то если будет вести себя, чувствовать себя нормально, то хорошо. Если нет, то надо будет вести, наверное, завтра утром к доктору. Ну, посмотрим сегодня. Пока так вроде он целенький. Не вроде он целенький, все вроде с ним нормально, но надо понаблюдать еще за ним.
Ну, как покушает, как сходит в туалет, а потом уже решать, что и как. Да? Ну и отмыть, конечно же. Сейчас отмою. В общем, все будет хорошо. Да, Мурка? Как тебя будут звать? Ты серьезно еще боку? Что ты там делал на этой мусорке, а? Под этой машиной? Ни людей, никого. За одной деревней. Как он там оказался? Пошел, посмотрел, никого нет больше. Думал, может, еще есть малыши. Нет, нету. Но я еще вечером проеду поспокойнее, потому что сейчас жарко. Обычно в жару звери прячутся куда-то. Я приеду под вечер, когда будет не так жарко, пройдусь и попробую поискать, что, может, там кто-то еще есть. Но я сомневаюсь, на ощущение, что его просто там, не знаю, как он там оказался, выкинули. Как могли такого маленького выкинуть, я без понятия. Ну, совсем малыш. Совсем маленький. Все, мы уже почти приехали. Да, гладится. Подлазит под руку, гладится. Не кусай меня. Все будет хорошо. Намылил мартышку. Сейчас клещей намылил тоже. Сейчас они поотвалятся. Ты не бойся. Сейчас поотваливается все. Стой. Беспокойная поросяка. Хочет выбежать. Тихо, стой. Нет, не стой. Ну стой, стой на месте. Стой на месте. Нет, стой. Мы приехали домой. Сейчас мне предстояло отмыть щенка и убрать всех паразитов. Малыш был очень худой. И очень важно в таком состоянии не давать ему много еды. Мы кормили малыша мелкими порциями каждые 3 часа. Он каждый раз кидался на еду, как будто у него ее забирают. Я смотрел на него и думал, ну вот как объяснить такому малышу, что больше он никогда не будет голодать и никогда не будет жить на улице? Все закончилось. Все будет хорошо. Вот он отсюда. Ой, такой балуется. Да? Да, видишь, чухается. Говорю, давай поубираем. Продолжаем убирать этих самых клещей. Малыш был чистый и сытый. Мы назвали его Боня, ну или Бонифаций. В этот день вечером я собрался и поехал на то место, там, где я подобрал щенка. Я хотел проверить, может быть, есть еще малыши. Когда я приехал, весь пустырь был заставлен грузовиками. В общем, этот пустырь ночью превращается в стоянку для больших грузовиков. Я обошел все вокруг, но я никого не нашел. Ни маму собаку, ни еще щенков, ни даже каких-то признаков о том, что там были собаки. Когда я вернулся домой, маленький Бонифаций спал на теплом одеяле в своем домике. Он просто отключился. Он очень устал. И я, честно говоря, тоже. Это был очень длинный и очень непростой день. Вот так закончился первый день наших с ним приключений. Мы идем с Боней первый раз на прогулку, на улицу, на наше место. Там, где обычно гуляем с собаками, с маленькими. Тут место просто с собаками большими не гуляют. Нельзя им в тех местах, там не собаки, потому что еще нет прививок. Вот мы пришли на такое место. Первый раз на поводке. Будем сейчас гулять. Посмотрим, как это будет. Перепуганный весь. Боится улицы. Хотя жил на улице, ты жил на улице. Чего ты боишься? Что тебя бросят? Все будет хорошо, не переживай. Тебя никто не бросит. В ближайший месяц малыша нужно отгородить от взрослых собак и от мест, где гуляют взрослые собаки. Потому что у щенка еще нет прививок. Прививку щенку можно сделать только минимум через неделю. Почему через неделю, а не сразу? Потому что мы не знаем, что с ним было раньше. Нужно выдержать хотя бы неделю карантина, наблюдая за его поведением. Если у щенка есть болезнь, которая еще не проявилась, а мы уколем ему первую прививку, это может сделать ему только хуже. Нужно выдержать неделю карантина, наблюдая за ним. Минимум неделю. Это очень важно. Все, еще. На прогулку я возил малыша в наше, можно сказать, особенное место. Все наши малыши гуляют именно там. Особенное оно тем, что там не гуляют взрослые собаки. Я выносил Бонифация на руках из дома и сразу в машину. Доехали до места, погуляли и потом на ручках обратно домой. В общем, я носил Боню как принца на руках. Вышли с Бонькой на прогулку. Прошло 7 дней с того момента, неделя с того момента, как я его нашел. Он заметно вырос. Он не кажется, я как бы по нему не вижу, что он растет особо. Но я вижу по этой шлейке. Потому что раньше она на нем болталась, а сейчас она на нем так справненько. И бегать он стал быстрее. Хотя такой же вредный, как и раньше, да?
Вредный? Чебака такая. Такая чебака. Вот. Это мышь летучая. А может, мы даже ее увидим. Такой звук издала. Точно летают там. Так вот. Все с ним хорошо. Живот у него сдулся уже. Я уже говорил. Я такой же балованный. Ну, не кусать, нельзя кусаться. Бой, нельзя кусаться. Нельзя кусаться. Бой, нельзя кусаться. Я не разрешаю. Да? Вот такой красавец у меня. Кто это? Боня, кто это? А? Пойдем поймаем птицу какую-нибудь. Не? Скажи, я не охотничья собака? Как ты сел? Не подлизывайся, не делай. Я не люблю это. Малыш потихоньку начинал набирать вес. Он уже не так, как раньше, кидался на еду. Боня становился похож на толстенького счастливого щенка. На одной из прогулок мы сделали для него фотосессию. Бонифаций очень красиво получался на фото, но просто маленькая модель. Такой всегда радостный и улыбающийся щенок. За ним наблюдать это было одно удовольствие. Прошло время, и малыш Бонифаций был абсолютно здоров. И можно было потихоньку начинать искать ему новый дом. Дом для своих найденышей мы обычно ищем через интернет, через местные группы в социальных сетях. Мы составили объявление, добавили несколько хороших фото нашего красавца и опубликовали в интернете. Было несколько обращений, но не все, кто хотят такую собаку, понимают, что это такое. Немногие понимают, что щенку нужно уделять очень много времени, особенно в первые месяцы. И немногим подойдет именно такая порода. Найти хорошую семью всегда очень непросто. Но малышу Бонику очень повезло. Со мной связались ребята, у которых есть знания и опыт работы с такой собакой. Они рассказали, что у них очень долго жила собака, и год назад, к сожалению, ее не стало. Они долго думали и все-таки решили взять щенка. И они написали мне в одном сообщении: «Олег, у нас жил замечательный пес, но, к сожалению, уже больше года, как его не стало. И вот мы долго зрели на то, чтобы быть готовыми снова взять к себе друга». Вы заметили, как ребята написали? Быть готовыми снова взять к себе друга. Собаки живут меньше, чем люди, и мы для них целая жизнь. Я больше не сомневался. Я знаю, что с Боником теперь все будет хорошо. Малыш Бонифаций уехал в новый дом. Сейчас уже прошло время, и я знаю, что у него все хорошо. Малыш растет, и его очень любят. Когда ребята забирали Боника, я спросил, как вы его назовете. Они сказали, что еще не решили, и что у них есть несколько вариантов. Через несколько дней они прислали мне сообщение, что решили назвать малыша Один. Это очень крутое имя. Мне очень понравилось. Очень необычно. Малышу очень повезло. Ребята на самом деле очень хорошие. Очень хорошая семья, у них замечательная мама, которая очень любит животных. Я хочу сказать им огромное спасибо за заботу об этом маленьком сердечке. Теперь за малыша Одина можно не переживать. Он в надежных руках. Спасибо вам огромное еще раз. Прежде чем я закончу эту счастливую историю, я хотел бы вернуться в самый первый день. Просто чтобы мы вспомнили один момент и задумались. Когда я заехал на пустырь и остановился перед теплицей, щенок меня сразу увидел. Но я не сразу вышел из машины, я осматривал все вокруг. Все это время малыш сидел и наблюдал за мной. Он не выходил из своего укрытия. На регистраторе было видно, как он сидит и смотрит в мою сторону, но он не выходит. А вот теперь представьте, что этот маленький щенок в свои 3 месяца уже научился прятаться от машин и сторониться людей. Он такой маленький, но уже успел на себе испытать все страдания бездомной собаки. У них без нашей помощи нет никаких шансов. Старайтесь помогать бездомным животным. Будьте хорошими людьми настолько, насколько это возможно. Вот так закончились мои приключения с маленьким Одином. Теперь он в полной безопасности, и с ним все будет хорошо. А на сегодня все. Удачи всем. Берегите себя. Всем пока.